привет. А вот и я. Ой, выехала, еду к Милане. Еду каждый день к ней. Часа на 2-3 еду каждый день к ней. Ну, ты куда едешь? Сюда? Давай я выйду тогда. Ой, похолодало у нас немножко. Как я вовремя успела. Сейчас будут выходить школы, и забилась бы вся дорога. А я успела. Видите, какая я молодец. Ну что, посмотрите на мой волос, на мой цвет. Как он вам? Сама себе сделала такой новый цвет. Сейчас я проеду мимо Массимо. Ну, конечно, я его там не увижу, так как он внутри работает. Ну, виртуально помашем ему ручкой. Виртуально помашу ему ручкой. В общем, один день, значит, бзык у меня опять приключился на мою голову. Я решила осветлиться посильней свою голову, волосы. Просветление сделать, да. Ну и проезжала как раз вот мимо магазина, и я остановилась быстренько и купила себе осветлитель. Какой был, я не нашла, вернее, какой хотела, не нашла, схватила, какой был. Ну и я же давно когда-то работала в парикмахерской, конечно, я с собой привезла эту шапочку силиконовую с крючком. И что вы думаете, я простояла с этой шапочкой, ну так вроде ничего, я еще затонировала потом, и вроде так ничего. Хочу ваше мнение послушать. Не знаю, пробивает там какая-то зелень или не пробивает, потому что я делала осветление. Мы всегда на работе так делали, и меня все спрашивали всегда, как вы тонируете волосы, чем вы тонируете волосы. Конечно, база у меня была тогда более белая, потому что я осветляла весь волос раньше, а сейчас вот вспомнила. Я черным цветом, слегка разведенный там и с эмульсией, совсем с водичкой, просто вот как бальзамом моешь, промыла и все. Но я еще не помыла голову после этого первого тонирования такого, поэтому думаю, оно еще смоется. Что вы думаете? Взяла эту осветлитель. Ну, эмульсия у меня всегда есть, потому что я очень часто подкрашиваю, даже если не иду в парикмахерскую, подкрашиваю сама корни очень часто, поэтому эмульсия у меня всегда есть. Ну, еще, правда, взяла более слабенькую, чтобы не сжечь волосы. Более слабенькая это 4. Ну, я дома думала, если у меня есть 6, и думала, разбавлю водичкой, сделаю послабее сама. Ну, тут я нашла в магазине 4 и взяла 4. Ладно. Что вы думаете? Натянула я эту шапочку и решила вспомнить молодость. Я совсем не могу привыкнуть, не то что не могу привыкнуть, не осознаю свой возраст. Мне все кажется, что я еще та 20-летняя, что я простояла 3 часа, задрав руки на затылок и выковыривая крючком эти прядки. Понимаете, я крючком выковыривала эти прядки, потому что я это умею делать, оно у меня есть, мне нравится это делать. И вот я себе нашла работу, и вот так я себе довела до чего я довела себя? Свое плечо, вот это вот, видимо, потянула мышцу. И что, и как? В общем, спина и поясница у меня ничего уже не соображали через 2 часа. И через 2 часа я буквально вытянула половину головы. Половина головы вытянула, и думаю, боже, когда я закончу.
его в баню. Не могу. Спина разрывается. И а жалко уже всю работу, свои мучения. Да так жалко, да блин, я столько простояла, вот это вот буквой ЗЮ, вот так вот, боже мой. И вот, понимаете, я столько стояла вот так часами, видимо, да, что я потом, чтобы опустить вот так свои руки, я медленно их опускала. Вот тут вот я растянула мышцу так, что я на второй день кричала от боли. На второй день поспала, проснулась, все хорошо. Я же потом еще чуть-чуть потонировала, потом еще сушила. В общем, руки были 3 часа, они выковыривали эти прядки. А еще потом часа 2 вот это вот смывание, промывание, стоять, молодец. И промывание, и тонирование, в общем, и сушка волос, укладка волос. Давай, что ты на меня смотришь? В общем, себя я довела себя так, что на второй день я кричала, на третий тоже кричала, и все больше и больше. Не могу поднять руку наверх, не могу руку вот так повернуть, понимаете? Вот ладонь вверх подниму. Это я сейчас ее наверху, и то у меня там где-то болит. Но сейчас у меня болит от массажа. Сейчас у меня болит от массажа. В общем, у нас есть с Миланой массажист, который меня вернул к жизни, но после него еще 3 дня я кричу теперь, что у меня спина болит, кожа болит, просто мышцы болят, потому что он делает такой массаж специальный, чтобы мышцы привести в чувство, чтобы их оживить. Что я не знаю, как это медицински называется, но он именно работает над мышцами. И от его боли, я говорю, у тебя не руки, а как будто бы деревянный массажер по мне вот так вот ездит, да? Представьте, какая это боль и как это чувствуется. Но, вы знаете, у меня была боль какая-то страшная. То ли там что-то защемилось, то ли там что-то, я не знаю, растянулось. Что я там сделала, вот стоя 3 часа в этой позе, я даже начала по интернетам лазить, сама себя опять лечить. Неугомонная, сама себя опять лечить, самой себе делать опять какие-то вытяжки, растяжки. А я ему когда рассказывала, я говорю, я вот так делала, он говорит, а что ты еще растягивала, если ты уже сама все порастягивала? Зачем еще раз? Там уже надо вставлять, говорит, а не тянуть еще. Вы можете себе представить? Короче, довела саму себя просто. Я была уже как инвалид, вот вы понимаете, я была просто уже как инвалид. Я не могла достать до головы, я не могла снять кофту, я не могла обуться, я не могла ничего поправить. В общем, эта рука была у меня неподвижная вообще. Ну и я ему написала чисто, не надеясь даже ни на что, потому что человек работает, это не то, что там вот мне захотелось сделать массаж, и он прям меня ждет. Но мне вот, видимо, Боженька так помог, мне так повезло, что в этот день он мне не сразу ответил, потому что, да, наверное, не знал, что мне отвечать. И просто на вечер, на 5 часов, 5:30 у него освободилось 1 час. И он мне написал, могу сегодня вот после 5, в 5:30. Я говорю, ой, спасибо, я же у Миланы. Я говорю, давай как раз туда, потому что он знает ее адрес. Тоже он приезжал к ней домой, тоже делал ей, когда она работала. И вот проблемы со спиной, с головой были у нее, в общем, боли вот эти вот остеохондрозные всякие, да. И это все он нам лечил с ней тоже. То он знает ее адрес. Я говорю, давай приезжай к Милане, я там, потому что я живу еще дальше. Чтобы он уже быстрее, наконец-то, до меня доехал. Я уже говорю, я буду у Миланы, жду тебя там. И вот он приехал. Боже мой.
Ой, боже мой, что он со мной делал, что он со мной делал. И так, и сяк, и сяк. Но рука не болела. Рука болела ужасно. Вот где он встал? Прям на самом повороте встал и стоит около двери, и в телефон там что-то там себе смотрит. Всякие манипуляции вначале с моими мышцами, с костями особо потихоньку, осторожно, потому что у меня же там еще свои проблемы. Я так и не сделала это МРТ никак, чтобы узнать, есть у меня эти грыжи, нет у меня этих грыжей. Но мне уже было так все равно, я говорю, делай мне, что хочешь. Восстанови мою руку. После работы с ним мне ничего не помогло в тот же вечер, в тот же день. Ночь я не спала, потому что моя кожа, мясо мое на спине было просто убито. Как будто по мне проехал какой-то танк. И кувалдами меня побил еще по ходу, так как проехал. Вот, и, конечно, я уже разделяла боль руки, спины, кожи и всего своего мяса на спине, мяса. Но я была согласна терпеть боль от массажа, ежели боль в руке. Это адская боль какая-то была. У меня такого еще никогда не было просто. Ну и уже так к вечеру я стала чувствовать улучшение. Слегка, где-то как-то меня стало отпускать. Руку еще болит, даже сейчас у меня еще болит вот сама кожа, мясо, это мышцы, которые мне работал наш массажист. Он наш массажист, он не итальянец, поэтому я говорю наш. Итальянцы такой массаж не делают. Вот, итальянцы гладят, и я даже к ним и не хожу. Вот, а меня гладить не надо было, мне надо было именно понять и размять. И я уже знаю, как он это делает. И вот. Так что стала улучшаться. И вот сегодня 3-й день. И мне уже очень, слава богу, хорошо. Конечно, я больше не буду делать сама себе красоту наводить. Так что дорого мне стоило мое милирование, колорирование, мэш. Здоровье мне стоило, здоровье. Вот так вот. Ну, ездила я все равно за рулем, хоть и аккуратно, осторожно. Ланиш, хотелось мне поехать все равно. Хоть я и болела, но ехала все равно. Вот сейчас я тоже еду к ней. Сейчас мы должны тоже с ней куда-то выехать. Мелкие рождественские подготовления. Мелкие. Катаемся с ней, когда можем. Чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Да, даже это все смотреть, ей тоже полезно выйти куда-то погулять. Ой, девочки, у нас по телевизору такие страсти показывают, такие страсти. Я вот уже тоже несколько дней над одной историей просто в шоке. Девушку молодую убивает ее парень. Это у нас каждый день такое случается, но вот так вот особенно. Недавно совсем одна пропала, беременная, 7-месячная. Она жила со своим парнем, и он почему-то загулял с другой, и та тоже оказалась беременная. И эта беременная, и вот которая была больше срок, 7 месяцев, он ее просто вывез куда-то и убил. Не вывез, он ее дома начал долбить, а потом вывез ее куда-то и где-то ее выкинул. Конечно, ее нашли, конечно, ее... Все это медэкспертиза все доказала, она погибла, бедная, просто душа кровью обливается. Что это за народ такой? Что я знаю, что это везде такие есть поганые люди. Я не имею в виду отдельно эту нацию, чтобы вы мне не писали, это везде, и у нас так, и у вас так, я знаю, да. Ну,
Слишком уж много этих больных людей. И вот совсем недавно опять парень, 22 года, девушка, она просто училась вперед него. Ну как училась? Он еще не получил свою лаурию, то есть диплом, а она уже должна была получить. И вот она чуть-чуть была лучше него, быстрее его, успешнее, скажу, его, вот так вот. И говорят, вот эта вот ревность в том, что ты не должна быть лучше меня, его все время раздражало. Так говорят, я лично с ними не знакома, но такие версии. Милана мне тоже так рассказала, вот я и так вам и рассказываю. И он тоже что делает? Завтра она должна, допустим, защита диплома у нее должна была быть в университете. И он ее тоже куда-то вывозит. 22 ножевых ранения. И все. И девушка погибает. Просто душа кровью обливается за таких молодых, красивых, хороших детей, девочек, над которыми издеваются вот эти ублюдки, негодяи, больные люди. В основном издевались здесь взрослые, знаете, вот взрослые. Там прожили 15 лет, муж, жена, и вдруг жена решила на развод подать, то он, конечно, в этой своей панике и страхе берет, убивает жену, убивает детей, двоих детей. Таких случаев, я же говорю, это здесь прям модно. Модно, просто модно. А тут вот начали теперь этим заниматься еще и молодежь. Видимо, она стала говорить ему, что она расстанется с ним, что она ей надоела. Они постоянно жили вот в этих стычках, страхах, в скандалах. Помиримся, расстанемся, помиримся, расстанемся. Это что за отношения? Помиримся, расстанемся. Вообще до меня это не доходит никак. Не доходило, никогда не будет. Никогда не будет покоя у такой пары, которая с момента встреч, с момента еще они ничего друг другу не должны, где у них не складывается, где у них не идет вперед их отношения, не идут вперед, встречи не идут вперед. Вот сегодня помирились, и они довольны, все хорошо. Завтра опять встретились, все, мы опять расстались. Это здесь модно, здесь просто живут этим. Я не понимаю, я просто не понимаю, зачем, если вот вы ругаетесь, это уже не отношения, это уже неправильно. Не должна женщина себя опускать до такого, чтобы над ней издевались, не должна женщина позволять никому доводить ее до слез. Не должна просто позволять, чтобы ей даже портили настроение. Зачем? Вот, девочки, у меня сегодня такое какое-то видео получается. Грустное и нервное, да? Сейчас скажете, вот зачем нам это все надо. Ну, это тоже жизнь, и это тоже присутствует в жизни. Поэтому не терпите, девочки. Не терпите, не ждите. Ничего не перевернется, если вы скажете, что я уже хочу с тобой расстаться. Или живут встречаются ради того, что ой, я останусь одна, куда я денусь, как я буду. Да блин, лучше быть одной, чем с такими идиотами, а? Ну как это возможно вообще? Я не знаю. И вот сейчас вот его закрыли. А он, главное, что сделал? Он ее убил, значит, и где-то выкинул. А вот в этих местах где-то, здесь как раз вот недоступных, где не живут, здесь как раз везде стоят телекамеры. Везде, везде. Вот это индустриали называют их, эти зоны. Ее нашли, а он пропал со своей машиной. Его нет и машины нет. Я говорю, да сбежал 100%. И что вы думаете, где его поймали? Его поймали в Германии. Представляете? Он с Италии соскочил на машине в Германию. И что? Его поймали в Германии. К нему подошли на автостраде. Потому что он остановился. Почему на автостраде? Ну, на островке там. Вот. И
Германии запрещено останавливаться без света. Представляете? И полицейские на него обратили внимание, что он остановился, но свет у него не горит. Видите, какое у нас солнышко. И что? И все. И гуся поймали. И будет теперь сидеть лет 20 в тюрьме. Но девушку-то не вернешь. Вот что обидно. Вот что обидно. Девушку не вернешь. А вот и Миланина машина. Она стоит здесь. Мы поедем на ее машинке. Вот так вот. Девушку не вернешь. Его поймали. Его посадят теперь. Да ему мало, конечно, что его посадят. Будет себе хоть и в тюрьме, но жить и продолжать жить. Когда-нибудь он все равно выйдет. Но проблема, что таких убийц не сажают в общие камеры. Понятно почему, да? Вот если бы его посадили в общие камеры, и таких, которые это сделали, которых уже посадили в общие камеры, если бы их допустили к тому народу, который сидит там рядом, допустим, да, вот они бы им показали медленную, нудную смерть. А так быстро убить, да мне кажется, его даже жалко. Вот даже жалко, чтобы он сразу умер. Бедный ребенок. У этой девочки нет мамы, она уже умерла у нее остался папа и младшая сестра. Вот так. И все. И на этом ее жизнь закончилась. Диплом получила. Должна была получить, но ей выдали его, конечно. А кому он нужен? Кому нужен этот диплом? Ее уже нет. И все. За что? За что? За то, что у тебя мозги просто не работают. Больной. Такой молодой и уже больной. Вот представьте, если бы он уже был зрелым мужиком, что бы он творил вообще. Закончу на этом свое видео. Сегодня у нас вот такое. Да. Жизнь не только с красивыми, яркими цветными красками, но бывает и вот такие мрачные дни у некоторых людей. Поэтому дай Бог, чтобы у вас было всегда все жизнерадостно, светло, красиво, уютно, любя, взаимно. И поменьше было вот таких серых невзгод. Не дай Господь кому-то испытать такое горе. И не позволяйте над собой издеваться. Не позволяйте. Если вы будете позволять, то это будет с вами происходить вновь и вновь. И никогда это не закончится. Никакими перемириями. Вот так. Все. Я закончила. Пока-пока. До новых встреч.